Привет всем, кто с нами едет с Лос-Анджелеса в тур по Аризоне. Мы собираемся за 4 дня проехать по самым незабываемым местам этого штата. Итак, всего 7 часов пути, и мы на месте. Это замечательное ранчо находится недалеко от курортного города Седона. И вот такой уютный домик Егор арендовал для нас через Airbnb. Давайте зайдем внутрь, и я вам все покажу. Так как сейчас зима, владелец ранчо хорошо прогрел гостевой домик к нашему приезду, нам подготовили постель и даже оставили гостинцы, что было очень приятно. Есть маленькая кухня, микроволновка, кофеварка и холодильник, душевая комната, горячая вода и все необходимые туалетные принадлежности. Стоимость проживания здесь нам обошлось в $500 за 4 дня, и это довольно недорого. Несмотря на то, что на ранчо есть домашние животные, территория вся ограждена, очень чисто и ухоженно. У нас много чего запланировано, поэтому, чтобы не тратить время, мы оставили вещи и сразу же поехали. Первое место – это обзорная площадка у аэропорта Седоны. Все места, которые мы посетили, вы найдете в описании под этим видео. Вместо красивого заката нас встретили тучи и очень холодный ветер. Дин, ты посмотрел туда? Смотри, пока мы вниз не спустились. Соберем, Дим. Не сегодня. Что хочешь? Камеш. Да мы соберем, Дим. Мы будем еще. У нас по графику только 2 дня. А потом мы можем делать, что хотим. Не, мы вовремя залезли в машину, потому что Холодно. Зато следующая локация готовила нам сюрприз. Это место, где находится церковь прямо в скале. Мы не успели добраться до церкви, как нас встретил необыкновенной красоты закат. Внезапно тучи начали постепенно куда-то уходить в сторону, и скалы одна за другой вдруг начали светиться. пошли поднимемся, может, на эту? Куда? Вон я вижу дорожку, все туда поднимаются. Ни капельки не жалею, что закат встретили именно здесь, а не в предыдущем месте с толпой туристов. Егор случайно увидел, как какой-то фотограф свернул через кусты по тропинке в сторону скал, и мы стали подниматься по той же тропинке следом. Людей наверху было очень мало, и можно было сделать классные фотографии. Нужно было торопиться, так как солнце садится очень быстро. Вид здесь просто изумительный. Вот несколько наших фотографий, что мы успели сделать. Спустившись вниз, все же решили пойти в сторону церкви. Очень жаль, что церковь уже была закрыта и на территорию нам не удалось попасть. Это часовня Святого Креста, римско-католическая церковь, построенная в скале с видом на Седону, является одним из 7 рукотворных чудес штата Аризона. Солнце уже село, и мы отправились в сторону ранчо, так как завтра нас ждут новые путешествия. Вадим, давайте еду. Какую хочешь? Наш второй день в Аризоне. Всем с добрым утром, и мы опять в дороге. Сидим, как гора близко, капец. Сегодня нам предстоит проехать около 200 миль, чтобы попасть в каньон Антилопы. По дороге климат постоянно менялся, мы проезжали снег и пустыню, где горело солнце. И так наш путь лежит в земли коренных американцев. Ой, что пирамида вон? Я так понимаю, это уже резервация, да? Не знаю, давай, минутку, ровно, потому что у нас... Обратно я не знаю, как приехать. И это куда? Холодно. Капец. Да, там холодно.
Бензин. Каньон Антилопы находится на территории резервации племени Навахо. И просто так туда попасть нельзя, нужно заранее покупать билеты. За троих мы заплатили $300 за вход в Нижний каньон. При этом нас предупредили, что приехать нужно заранее, не менее чем за 1 час до начала экскурсии, так как в случае опоздания оплата за билеты не возвращается. По прибытию нужно сделать чек-ин и можно ожидать своей экскурсии. На территории есть бесплатная парковка, лавочки, где можно посидеть и отдохнуть, и сувенирная лавка. За уборную говорю неохотно, она здесь ужасная. Вот окно, где Егор делает подтверждение о нашем прибытии. И тут же мне в глаза бросается табличка, наклеенная на стекле. Здесь нарисованы ограничения на предметы, которые нельзя брать с собой в каньон. Можно фотоаппарат, телефон и воду. А вот сумки, моноподы, триподы и видеокамеры вас попросят оставить в машине. Все, теперь сидим, ожидаем экскурсию. Потом организаторы по списку называют фамилии и распределяют туристов по группам, которые потом сопровождает экскурсовод. И еще перед началом экскурсии каждых 5 минут вам напоминают о том, что в каньоне видеосъемка запрещена и можно делать только исключительно фотографии. Мы подошли к лестнице, которая ведет в сам Нижний каньон. Попросили быть аккуратными, так как лестница довольно крутая, и не делать фотографии при спуске в целях безопасности. В самом каньоне очень красиво. Из-за освещения под разным углом вверху свет играет разными цветами. И это прям завораживает. Как человек, который не представляет жизнь без видеосъемки, я вместо фотографий начала снимать немного видео. По времени нас очень ограничивали. Можно было сделать несколько фотографий, нужно было идти вперед. У нас был хороший экскурсовод, который для нас делал фотографии. И думаю, что он делал вид, что не видит, что я снимаю видео. Через какое-то время другой экскурсовод, который вел группу сзади нас, выхватывает у меня телефон и говорит: я видел, что ты снимала видео, ты должна все удалить, и начинает удалять мое видео из галереи. После чего сказал, что мне запрещено теперь делать даже фотографии, и после чего уже только Егор фотографировал нас. Можете начинать меня критиковать, но видео я восстановила. Извиняюсь за пальцы в кадре, так как пыталась снимать незаметно, что, правда, делать совершенно не умею. Так, экскурсия в каньон закончилась, около часа все это длилось. Сразу говорю, здесь нельзя снимать видео. То есть, когда вы подходите чекиниться, там висит такая табличка и написано: нельзя GoPro, нельзя снимать видео, вам разрешено одна камера на человека, то есть это либо фотоаппарат будет, либо телефон, и только фотографии. Теперь вы знаете, как выглядит лицо человека, который только что поссорился с самым крупным племенем коренных американцев. И следующее место по маршруту – это изгиб в виде подковы Horseshoe Bend. 10 миль, и мы на месте. Сегодня бесплатно сделали, вообще вход $10. С машины, и если без машины $5. А ничего такого нет. Ты сделала как, у тебя словили. Все. Вся ситуация. У меня неприятные ощущения остались от каньона Антилопы. Я снимала видео, меня спалили. И, в общем-то, что мне сказали? Мне сказали, что даже фотографии больше делать не могу. Поэтому ходил, фотографировал его. И так вот. Как линии идут, здесь почему-то идут так. Все туда идут. Если бы я это видела на видео, мне бы казалось, что лето. Если что, я иду в пуховике. Ну реально выглядит, как будто лето. Холодно.
километра. Нам еще идти вон. Сейчас покажу, сколько людей идет. Опа. Капец, она высокая. Хоршо-Бенд – это небольшой участок территории Гранд-Каньона, образованный рекой Колорадо. Это место привлекает туристов со всего мира, так как оно удивительным образом напоминает подкову. Также это место находится совсем недалеко от границы 3 штатов – Аризона, Юта и Невада. Слушай, если широкоугольным снимать, то лучше видно. Здесь вон щель, она даже не ограждена, то есть улететь можно, особенно если это вечером, только так. Дима, положи, пожалуйста, булыжник. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just too hard. Итак, это наш третий день в Аризоне. Всем доброе утро, кто с нами. И у нас по маршруту сегодня Гранд Каньон. А это пробка на Гранд Каньон. Так, мы следующий. Hello, one Oh, pass? yes, one pass. Okay, and where are we from? We're from California. Any U.S. military service? No. Just. Okay, we're gonna do $35, okay? Yeah. All right, thank you. Take care now. Thank you. Bye. Дуже. Так. С машины $35, если пешком сколько? $20 с человека, да? Ну там ценник. Еще нам дали карту. Ура, мы преодолели пробку. У Егора уже нога болит. Да? Много больше состоит. Целый трейлер тут. Видишь, тут все обустроено. Остановка даже трамвайная. Да, людей очень Автобусы. много. Везде домики какие-то, палатки с машинами. Люди на выходные. Куча автобусов на территории. Смотришь, здесь какой большой парк вообще. Можно ехать, ехать и ехать. Час, надо понять. Везде трейлеры. Можно ли нам туда, что там что-то написано коммерческий какие-то трейлеры, здесь еще какие-то парк.
Парк на территории Гранд-Каньона очень большой, с огромным количеством обзорных площадок. На самые популярные площадки автобусы привозят туристов, поэтому если вы путешествуете на своем автомобиле, у вас больше есть шансов припарковаться там, где меньше людей. Учитывайте это, если составляете маршрут. Сейчас куда пойдешь, если там фоткаются? Want to come down here, Alex? Are you sure? Ну сюда, подойди, так. Да. Прикольно? Круто? Нет. Вот это мы сюда и ехали. Парковка полностью забита, поэтому припарковались. Что происходит? Ну, обочины, пока заезжали, видели куча машин припарковано, не обратили внимания, решили проехать, посмотреть, есть ли там свободные места на парковке. Вообще все забито, развернулись и точно так же подъехали и припарковались у дороги. И пешочком идем. Осторожно, Димка. Давай ручку. Ой, здесь уже начинаются виды. Кстати, здесь даже не ограждено до стоянки. Мест нет вообще. Люди стоят в очереди, ждут, пока освободится хотя бы одно место. Да, Димка, давай мне ручку здесь. Красиво, да, но довольно опасно. Капец, и посмотри, люди куда вот. Ужас. То есть здесь не ограждено, люди вообще по каким-то камешкам. А, мамочки, там так стрёмно, там оттуда можно полететь просто так. Класс. Я понял, главное здесь не полететь. Я поняла, но он рано или поздно рухнет, этот камень. Поэтому... Не, я туда не хочу. Камень упадет. И кто будет там сидеть, если World Record show me самый craziest photo? И когда они умрут, они получат. Да вот сейчас, ты посмотри, как прикольно выглядит. Здесь я далеко не буду идти. Потому что, Дима, здесь опасно. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Место, шопинг, место. Туристов очень давно. Домики. Не знаю, ли это гостиница. Тут пробка. Ну что, совсем забыл. Да, у нас пицца.
Итак, это наш последний день в Аризоне, и сегодня нам предстоит дорога домой в Калифорнию. По дороге мы планируем посетить столицу Аризоны Феникс. Идем по даунтауну Феникса. Сейчас 11 часов утра. Сколько градусов тепла? 22. Ну, где-то уже около 20-22 градусов тепла. То есть очень тепленько. Вчера мы были в пуховиках. Да, картошки тут много, картошку задолбаешь есть. Это все? Граница, въезд в Калифорнию. Когда едешь в Аризону, пожалуйста, welcome, никакой границы. Когда ты едешь в Калифорнию, вот, пожалуйста, сколько мы, несколько миль стояли в пробке, потому что здесь граница. Ну, Да. не 40-30 минут. Вот так вот. О, прикольно выглядит. Добро пожаловать домой. Ну, вам не так не написано, но... Ну ладно. Все, видишь, номера эти. Все, калифорнийские номера быстро пропускают. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shine